Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Всех уложила спать. И я здесь опять снимаю очередную мою работу. Но я же ударница магического труда, как стахановец. Как там? Даешь 3 смены за один раз. Ну да ладно. Мы, стахановцы, прекрасно знаем, что если тебе нужно что-то сделать, то это нужно делать. Только после этого силы тебя отпускают и позволяют немного заняться собой. Так что даешь 3 нормы за одну смену. Даю. Итак. Шепоток в спину врагу. Но здесь, как бы сказать, слово «враг» это так обозначается, чтобы вы поняли, к чему этот ритуал, для чего сразу, кому нужно, тот и откроет. Здесь больше относится к сплетникам, к интриганам, к стукачам, которые на работе, например, любят идти на вас стучать, что вы там немного чаще других выходите там покурить, может, у вас есть эта вредная привычка, но вот вам нужно выходить часто. А вот человек идет стучить на вас. Может, человек, который вечно ворчит и пытается вам мешать в работе, в делах, да где угодно. И в торговле, например, люди, если начинают хорошо торговать, то соседний магазин или там соседний прилавок соседний, смотря где вы сейчас, в основном крытые рынки, эти открыты уже запрещены. Человек просто так придирается, просто так нервы трепет. На самом деле, как бы причины нет никакой, но зависть берет, злится человек. Вот у тебя покупают, а у нее какая-то бескусица, да, никто не берет, никому не интересно. Она ищет причину. Вот ты проходишь, вот не так смотришь. И заметьте, те, которые сами способны и ходить там каким-то бабкам, что-то нашептывать, что-то там портить. Вот кто способен, да, по себе, вот переносит проекция такая, они то, что сами делают и могут делать, они переносят на вас и обвиняют вас в том, что вы не делаете, что на самом деле это больше их любимое дело, да, что вот ты колдуешь, ты что-то нашептываешь, не проходи мимо моего прилавка, после тебя люди не покупают, и что-то в этом роде. То есть человек, который трепет нервы, потому что видит, что вы лучше, что вы впереди, что вы лучше зарабатываете. И опять же скажу, что никого не волнует закулисная жизнь, чего тебе это стоит. Они видят финал. Может, соседи, знаете, за каждый сантиметр готовы друг другу череп скрыть. Там такие видеоролики, где 2 мужиков подрались, один ломом ударил другого по голове, просто убил. Там кричат бабы, орут. В общем, он его убил. И вот так был решен окончательно земельный вопрос, земельный спор. Один по этапу поехал на лет на 15, другой в могилу. Все закончилось. Наверное, бабы от них отдохнули. То есть хочу сказать, что не нужно искать причину, почему вам вредят, почему вас ненавидят, почему придираются, почему вам говорят гадости и так далее. Иногда человек, который пытается, например, в интернетной, да, травле, вот написать как можно больнее, как можно грязнее, затрагивает твою внешность, прошлое, что-то там еще. Заметьте, вот ощущение такой бессильной злобы у человека внутри, все кипит, прям аж пеном исходит, до такой степени трясет, и вот ты такая, да, ты вот это. Заметьте, что это люди, которые сами очень сильно страдают, потому что жить с такой ненавистью кому-либо, так вот в словах просто, понимаете, слова, которые источают яд. И ты понимаешь, что этот человек очень страшно страдает, поскольку человек самодостаточный, человек счастливый, он, как правило, если выскажет там свое мнение в юморном таком порядке, и то, когда достанут,
И все на этом. А вот кто преследует, кто пытается ранить, это люди, которые реально страдают сами и очень страдают в этой жизни. И чем больше ты не обращаешь на это внимание, тем злее, тем более, так знаете, вот прям веет бессильной такой злобой от людей. Потом, такие подлые существа, они считают, что ну, мы же ничего не делаем, мы прикалываемся, мы просто там, ну, просто от нефиг делать, мы шутим. Их не волнует, что это портит человеку жизнь, репутацию. Они-то готовы тебя растерзать. То есть, если бы у них получилось, они бы тебя не пожалели. Но когда у них не получается, и они понимают, что ничего не вышло, они начинают выть, требовать справедливости. То есть, от тебя же требовать после того, как они тебе кровь, да, испоганили. И, как правило, такие люди считают, что их грязь, их подлость – это в порядке вещей. Ну, что здесь такого? Ну, что мы там особенного делаем? Но когда ты им отвечаешь, кто-то сказал, подлые люди очень сильно удивляются, когда ты им отвечаешь той же монетой. Они очень сильно удивляются, это правда. И вот первым делом орут: караул, спасите, да, демократия под ударом, помогите, нас оскорбляют, нас обижают. То есть что получается, что то, что они делают, ну они же подлые, они имеют право. Ну мы же такие, ну мы же можем сделать, мы же по сути подлые люди, ну что здесь такого? Подлость подлого человека не должно вызывать каких-то там удивлений, им так кажется. Ну ты-то не такая, ты-то почему на нас кидаешься? Так что они очень чувствительны. И стоит вот этих людей как-то задеть, как-то над ними посмеяться, да, сюморнуть или безразлично отнестись ко всем их стараниям тебя уколоть, укусить, и вы посмотрите, какой вой поднимается, потому что, понимая, что они не могут ничего с тобой сделать, вот эта бессильная злоба, этот яд просто выходит наружу. Вот те же самые соседи. Но человек, вот постоянные претензии. Вот забор не так стоит, вы не так смотрите, ваша собака там лает по ночам, ну, все что угодно, ваши гуси кричат, вы там громко слишком открываете забор, мы просыпаемся, все, что хочешь. Когда они видят, что вы игнорируете, никакой реакции нет. Эти люди начинают дальше идти по милициям, прокуратурам, по инспекторам. Вот приходите, вот помогите, вот шум, вот не можем жить, не дают нам житья. Приходит человек, например, участковый, садится, я знаю просто такие случаи в море, и говорит: слушайте, что вы хотите от этих людей? Они вас не трогают, вы живете через 2 дома, не касайтесь, близкие соседи, там никаких претензий, нет тут гулянок, пьянок, криков ночных, ничего нет. Люди живут, у них хозяйство, у них коровы, у них, ну, сельское поселение, а что вы хотели? Что они вам делают? Что они у вас что-то крадут? Вам вашу собаку отравили? Что они вам сделали такого? Вы не понимаете, они жизни нам здесь не дают. Вы не знаете, что это за страшные люди. Это такие конченые люди. Да они вообще, да когда же они... И вот так получается, что, например, эти люди съехали оттуда. Не из-за этой соседки, а просто уехали, вот решили, продали дом, например, переехали к дочери, еще кому-нибудь. Все. Пришли другие люди. Она начинает заниматься этими людьми. Теперь к ним пристает. Даже если этот дом будет стоять 10 лет вообще пустой, она найдет другую причину. Помните фитиль, когда женщина сама на себя написала заявление, и приходит участковый, там: я хотела бы поговорить с Зинаидой Петровной. Так это я и есть. Позвольте, здесь написано, что Зинаида Петровна сыпет вам суп, соль. Все правильно. И отравила вашу кошку. Все правильно. Значит, разрыдалась. Вот мою кошку, бедную Мусю. Слушайте, это вы и сами, что ли, себе сыпете? Конечно. А что мне делать? Вы же меня переселили с коммунальной квартиры. А куда мне деваться? А как мне быть? Приходится самой сыпать соль? И самой отравлять своих кошек? А как же ж? А что же мне делать? А с кем же мне ссориться? Понимаете? То есть люди, у которых жизнь не просто пустая, очень несчастная. Был такой случай, у меня мама работала на этих, в общем, контролер на заводе, Волжский завод.
на каких-то, в общем, эти станки контролировала, мастер и все такое. Одно время работала, и очень ее уважали, и очень хорошо относились. И была женщина, которая просто терзала ее, все время придиралась, все время оскорбляла. Она приходила домой, плакала. Я ей говорила: давай я сейчас с ней такое сделаю, что она просто обалдеет. Она говорит: не надо ничего делать, у нее и так сын повесился, муж пьющий. То есть, понимаете, человек очень несчастный, и от своего вот этого несчастья внутреннего жрала других. А у меня мама очень такая, знаете, советского воспитания, коммунистического, вот, люби врагов своих и так далее. И в конце концов, когда та поняла, что ну никак не получается, в какой-то момент что-то случилось на заводе, и мама моя встала на ее сторону, ее могли просто посадить. Она ей помогла, она за нее попросила, вот, чтобы были снисходительны, потому что вот она несчастный человек и так далее. И после этого у меня мама заболела на этой нервной почве. Она приходила к нам домой с конфетами, с угощениями, и сказала: Нин, прости меня, пожалуйста, вот ты действительно заслуживаешь уважения. Ну, я такая тварь, ты меня пойми, я просто очень несчастна. И я хочу, чтобы все были несчастливы. Вот есть что-то во мне такое, я сама вот ничего не могу с этим поделать, но вот так вот происходит, понимаете? То есть мы теперь виноваты, как говорится, притворись дурой, чтобы не обидеть дураков, да? Нельзя быть умной, иначе дураки обидятся. Нельзя быть здоровой, больные обидятся, нельзя быть хорошей, плохие обидятся. Что ж мы теперь, понимаете, будем менять понятия, реальные, настоящие. Подмена понятия – это очень страшная вещь. Но такое происходит, такое всегда происходило. Просто в наш век оно особенно видно, потому что есть коммуникации, есть интернет и прочее. Я вам к чему это рассказываю? Чтобы вы поняли. Поняли, потому что я уверена, что у каждого из вас была такая же тварюга, которая не давала жить и есть, может быть, кровь пьет и в бухгалтерии, и в учительском... значит, учительском коллективе. Вы думаете, учителя интеллигентные люди. Вы не представляете, какие там не люди просто работают. Какие завистливые, какие просто не объяснить словами. Там такие вещи могут сделать. Оборвать там из журнала, например, несколько листков, а это очень... Это просто уголовное дело. Надо сесть, все переписать. Личные дела детей прятать. Или забрать, чтобы учительницу обвинить. Собранные деньги на ремонт взять, украсть и, например, обвинить кого-то. Понимаете? Там очень много чего. Когда украли деньги, и я просто знала, кто это могла сделать. Она ходила все время, у нее были ключи. Мы пошли разбираться, обвиняли нашу учительницу немецкого языка. И ей сказали, в общем, принесешь деньги. Она пошла... плачет, бедная, пошла к матери. Я говорю: Наташа, ничего не надо отдавать. Ой, я боюсь, меня посадят. Пошла у матери, попросила еще у кого-то, собрала деньги, принесла, отдает. А эта зауч говорит: вот видишь, если бы ты не украла, ты бы не принесла. Ты бы отстояла свое, ты бы насмерть стояла. Ну, а не понимаешь, что человек может испугаться под натиском, под прессом, да, этим. И что вы думаете, на следующий день она пыталась повеситься. Ее с веревки сняли. Мать, сестра ходили, нам чуть ли не директрису эту били. Вот до чего может довести человеческое скотство, паскудство. Завидовали ей молодая красивая девушка. Вот так гадили, вот так вот пытались, вот, понимая, что ей нужно работать и все такое. Понимаете, вот что происходит. И как сделать так, чтобы эти люди просто наказались и остановились? Значит так, вам нужно фотографию этого человека. Здесь не подходит от невидимых врагов. От невидимых врагов у меня очень много есть ритуалов. Берете, делаете просто от врагов, и силы находят того самого, кто виноват, даже если вы не знаете этого человека. Или знаете, то есть не подозреваете. А здесь именно человек, который вам гадит, и вы это знаете. Он в лицо может сказать все, что угодно. Фотографию надо достать. Сейчас век такой, можете достать легче простого. В Фейсбуке, и Твиттеры, и Инстаграмы, и чего только нет. И Одноклассники. Да вообще просто в интернете, если это, например, директор, если это руководитель, зауч, еще кто-нибудь, да, легче простого. Набрать данные, и выходит фотография, распечатывайте. Надо, глядя в глаза, в переносицу читать. Или в спину.
шептать? Сможете? Если у вас получится, если у вас, глядя с окна, вы можете посмотреть и читать? Или как только она вышла с кабинета, следом ей читать? В спину или вслед врагу? То точно так же сработает. Но чтобы вам было спокойнее, вечером садитесь, берете ее фотографию. 6 раз, глядя вот там, где третий глаз, да, между глазами переносится. Читайте 6 раз. Эту фотографию убираете, куда-нибудь прячете. Потом снова. Каждый день. В первый день ее скрутит. Во второй день очень может быть, что увезут на скорой. В третий день еще что-нибудь случится. И так далее. Уж поверьте мне, что боги всегда наказывают. Боги всегда все видят. Вон соседская страна, помните, 9 месяцев назад я сказала, я добью эту ситуацию. Я сделаю так, чтобы вы забыли и про Кавказ, и про Армению, и про все на свете. И занимались своими бедствиями. Разве это не случилось? Да. Мне когда пишут, а вы не жалеете их? А они жалели наших детей, когда фосфором людей просто живьем жгли, кости у людей растворялись внутри тела. Они жалели их? А они жалели, когда кидали байрактары и жгли людей живьем сотнями молодых жизней? Они пожалели? Хочу просто вопрос задать. Они жалели болгар, армян, греков, ассирийцев, молокан? Кого они пожалели за всю свою историю? Никого и никогда. Румынов. Да? Они пожалели? Они веками жалели, когда забирали в янычары детей других народов. И из них воспитывали свирепых убийц. Они жалели их? Я жалею деревья, лес и животных, которые погибают. И вам советую точно так же жить. Не жалеть тех, кто вас бы не пожалел. Кто на ваших костях плясал, смеялся и радовался. А когда уже получают по башке, сразу начинает выть. Пожалейте, как так можно, мы же люди, мы же гибнем. А вы жалели цветущий край, где жили люди, радовались, строили дома, будущее? В один момент пришли, как варвары, уничтожили, растоптали, снесли все святыни, разрушили могилы, над могилами фотографировались, какали на них и кайфовали. Вы жалели? Вы того старика жалели, которому резали голову? Пожалели? Нет. Так вот, от ваших оружия люди живем горели, плавились. А теперь посмотрите, каково это, когда на твою голову падает огонь. И не надо мне писать о жалости. Я жалею тех, кто способен жалеть других. Понятно? И точно так же не жалейте никогда того, кто вас бы не пожалел. И никогда бы не пожалел. Поиздевались бы над вами, сделали все, что угодно, и не пожалели бы ни секунды. И точно так же, вот кто вас гнобит, достает, не жалеет же вас, правда? А вдруг вы пойдете наложите руки на себя? А вдруг вы от стресса умрете? Вас пожалели? Почему вы должны жалеть? Если человек на ровном месте тебе делает зло, почему ты должна его жалеть? Не могу понять. Что за рабская психология? Жалеть? Кого? Того, кто никогда никого не жалел? Я посмотрела фотографию сожженного города там и вспомнила 1905 год, сожженный квартал Адана после армянского разгрома. Очень похожие картины. Все же ж возвращается. Жалеть? А сколько свидетельств, когда загоняли в огромные бараки, людей жгли, и с необычным наслаждением слушали крики мучающихся армян. А здесь природа мстит. Как бы. Все. Это так, между словом. Потому что выводят меня вот эти бараньи беканье.
жалеть, бедные, бедные, несчастные, да? Бедные несчастные, которые собирались всю Россию на уши поднять и здесь всякое организовать, чтобы мы жить не могли мирно. Хватит. Не заставляйте мне рот открывать. Итак, глядя на фотографию врага, на переносицу, между глаз, или в спину, или вслед. То есть вот он уходит, а вы вслед читаете сразу же. Или глядя в спину человеку. Или если они ваши соседи, вы можете с окна просто, глядя на их дом, читать. Ну, должно быть направление в их сторону, понимаете? И они от вас отстанут за милую душу. Отстанут так будут загружены своими проблемами, что просто, ну вот, очень. И хочу вам сказать, что наводить такие работы на целые страны реально. Просто это отнимает много времени. И некоторое время нужно подождать. На человека быстрее работает. На страны, конечно, очень много. Но я не жалею о потраченном времени и силе. Даже если люди это не помнят, не видят, кто надо, тот знает, кто призвал богов к справедливости. Давайте дальше. Читаю. На Кудыкиной горе сидит бабка, чертовица. Она хромая. Не только хромая, да еще и немая, да еще и слепая. Да мало того, она еще и глупая. Вот так и ты, враг мой, стань хромым, чтобы до цели не дойти, ослепни, чтобы мои дела не видеть, оглохни, чтобы мои желания не услышать, да онемей, чтобы против меня ничего не молвить. На Кудыкиной горе чертовица живет, с чертами знается, с ними якшается, чтобы те черти тебя к себе забрали, терзали да били, извели бы тебя за твою черную душу, да поганый язык, чтоб тебе с места не встать, чтобы среди людей лютым зверем жить. Ключ, замок, язык. Заклято. На Кудыкиной горе сидит бабка-чертовица. Она хромая. Не только хромая, да еще и немая, да еще и слепая. Да мало того, она еще и глупая. Вот так и ты, враг мой, стань хромым, чтобы до цели не дойти, ослепни, чтобы мои дела не видеть, оглохни, чтобы мои желания не услышать. Да онемей, чтобы против меня ничего не молвить. На Кудыкиной горе чертовица живет, с чертами знается, с ними якшается, чтобы те черти тебя к себе забрали, терзали да били, извели бы тебя за твою черную душу, да поганый язык, чтоб тебе с места не встать, чтобы среди людей лютым зверем жить. Ключ, замок, язык. Заклято. На Кудыкиной горе сидит бабка-чертовица. Она хромая, не только хромая, да еще и немая, да еще и